Всем привет, дамы и господа, вы на канале Джайм Тайм, и сегодня у нас новая рубрика «Встреча с миньонами». Вы спросите, кто это такие? Это люди, которые испокон веков помогают проигрокам своими гранатами, они ищут для нас фишки, они на самом деле очень сильно влияют на мету, но обычные люди не понимают, о ком речь, и они остаются за кадром. С нами яркий представитель миньонского сообщества, наверное, самый известный человек в индустрии, он помогает там Liquid, Spirit и так далее, топовым командам, у которых крутые раунды играют. Это Ярик Супра, поаплодируйте ему. Ярик, Всем наконец-то. Здорово. Мы с тобой встретились. Да. Сегодня мы подготовили для вас набор гранат полезных, эффективных на нескольких картах. Начнем мы с трейда, потому что она в активном маппуле. Ярик, продемонстрируйте, пожалуйста, нам эти гранаты, а мы с зрителями оценим их. И я со своего, так сказать, большого опыта скажу, крутые они либо нет. Let's go. Мы с Яриком побегали по картам, сделали список того, что хотим вам показать. И вот топ-5, топ-7 гранат на каждой карте и комбинации. Ярик, начни, пожалуйста. Такой смог, вот такая флешка. И выйти резко просто. Так, этот смог, его плюс в том, что не видно будет с поезда, правильно? То есть из зиги. То есть, если прям подумать, то это единственный из возможных смоков, которые люди будут бросать в клатчах, правильно, на миксах. Потому что он закрывает верхний этаж, и он очень простой, правильно? Да. И флешка, то тоже покажи флешку, вот ее особенность, она какая-то прикольная. Вот сюда вот. Эту точку видно нормально, она просто залетает слева. И вы никого выходите, не да, банит, да, чисто вот от упора, от каких-нибудь тут типов, Ну, есть... типов, на собаке где-то, ну и просто такая неприятная. Ну, я считаю, это вообще один из основных паков на трейне в данный момент. Люди играют его десятилетиями и выходят нижний под этот смог. Давай дальше. Дальше это будет докидочный дым два докидочных дыма отсюда. Первый дым это в дырку таким образом, и второй дым вот так вот, это в коннектор сюда. Ну, то есть, да, это тоже, это очень полезные гранаты, я так скажу вам. То есть, как минимум, камера, да, это в англоязычном комьюнити называется, это самый полезный смог вообще на карте, на точке А, потому что вы закрываете полностью всю стяжку, выходите минимум на двоих людей, и максимум, кто вас может убить, это человек, ну, под старой девяткой, и с ладдера как раз таки легко дать. Если вас двое, тут есть два смока, это самый необходимый гранат, который вы можете кинуть. То есть вы когда их бросаете, у вас просто спокойные дуэли с плантом. Там отсюда же по-любому можно найти какой-то молик, ну, короче, это крутые тоже полезные гранаты. Сейчас покажу фишку. Это прострел либо с диглом, либо с авиком. Стать нужно сюда в угол, навестись на телефон чуть-чуть правее, сюда, подойти в угол. Это вырубайте типа на айве с авиком. И сюда навестись на угол, встать, и стрельнуть. Вырубайте авик, который тут дырки смотрит. Ну, то есть, Вырубайте одной. Я когда услышал об этой фишке, я сразу понял, что она супер юзабельная. Еще я вот только сейчас догнал о том, что ты сначала вырубаешь один спот, и потом с этого же лана по второй спот. Вот так вот просто на сотку вырубаешь, типа, да, это допустим, Айви, а с авика оно убивает с одной в тело. С одной, ё-моё, это прям жестко. Не, вот это прям, я что-то с самого начала не прям так рейтил, но на самом деле это прям нереально сильно. И если получается этих окон, можно еще, да, спотов понаходить. И здесь даже спот вот такой вот сюда, можно еще найти спот, который вот тут как так он будет вырубать, потому что вот тут видно и вот тут видно. То есть что-то найти вот типа сюда. Ну и какие-то базовые, типа вот сюда вот можно найти точно. и получается, можно и самим спреять КТшником по бегущим типам. Тут еще есть микрофишка, что вот здесь вот есть такая микрощель. Вот он. Вот тут есть щель, короче, можно вот отсюда вот смотреть пробегающих вот здесь. Интересно. Так, next. Next это будет молик с разных позиций, который летит за элик, просто неприятный спот вот сюда вот. Сотки легко дается просто вот сюда вот выйти, но можно сразу изначально прийти сюда кинуть. Просто вот с такого с доброго шага можно докинуть молик за элик, просто отсечь неприятную позицию в упоре. Ну да, в целом сейчас мета еще не сформирована на этой карте, но если КТ выиграет у вас драку за сотку, то это один из основных спотов для КТ будет, потому что там негде в целом стоять у КТ. Это плент и, соответственно, только элик. И как раз с ладдера сейчас не видно, получается, в щель элик, надо только выйти. И чел выходит левым плечом, и получается элик это будет один из самых таких мультикильных спотов, даже, скорее всего, там где-то будет донг стоять, я больше чем уверен в этом, с каликом. И попробуй пройди. Дальше что у нас? Дальше просто флеша от авика на айве, просто очень легко дается по вот этому углу.
Можно взять, отпикать вот этого кента, он тут просто будет фул, непонятно откуда летит эта флеша. Просто прикольно пройти зону эту, в принципе, Ну, все. в целом, да, если вы просто хотите пропрыгнуть направо, то вам ничего не стоит это кинуть, просто даже если вы не с авиком. И ты с сейва кидаешь, правильно? Да, вот отсюда. Вот. У меня ни А- оттуда не видно. А с камеры будет слепнуть чел? Который вот тут вот. Да. И Тоже, да, здесь- может, есть шанс. Слушай, мне ну-ка. кажется, да, он тут будет, но если он будет смотреть именно вот тут вот, он не будет слепой. Он будет слепой, если он где-то вот тут стоит, понял? Где-то Мгм. вот здесь вот он будет blind. Next, мог на бараж. Равняйтесь тут со стеной, примерно тут по стене. Равняйте вот эту, чтобы она была вам параллельно. И вот сюда вот с шифта пройти до низа, смог в зиг на бараж. Ну да, кстати, это на самом деле на Фейсите, когда мы играли, это был один из основных вообще колов. Даже не важно, что там чел на нижнем будет стоять на стрейфе и будет кидать вам молик в лицо, вы просто бежите верхний втроем, один чел падает нижний, тайминг, и вы сверху расстреливаете, то есть этот бараж, смог, это будет супер мета, поэтому один из первых, кто показал это вот на этом YouTube канале, ребят, поэтому отдельно лайк поставьте, и Ярик, на страничке Ярика Супер переходите, он очень много всего всем рассказывает, то есть у человека дофига идей. Так, что еще у нас есть на трейне? Есть отсюда докидочные гранаты по вот такому лайнапу. Это смог в коннектор на апленд. И если взять чуть-чуть левее, просто куда-то вот сюда вот, можно еще докинуть смог в зиг на Б. Сюда вот он Ну, то залетает. есть раньше, В принципе, тут универсальная тема это. ну да, раньше, типа, с ладдера ты, ну, у тебя было, когда ты экзекьютил А, ты бросал смог за зеленый, но тут, получается, это будет камера, и, получается, с ладдера тоже можно будет найти, правильно, смог в камеру. Да? Смог зиг, да-да-да. Тут есть еще просто докидочная, вот такая легкая в дырку. Да-да-да, о, вот это вот. И, соответственно, ты можешь вообще фейковать с ладдера, вот это все делать. И на бэт, когда ты хитуешь, когда смог в зиг прилетает с другой стороны, ты более резко будешь выходить на бэт. То есть были киты на бэт, когда ты бросал отсюда с ладдера смог в зиг, и типы у тебя резко под одну флешку выходили вниз, и смог долетал. И сразу бралась тяжка. То есть это тоже очень полезные смоки. Бесшумный прыжок в клатчах, который можно юзать, используется очень легко. Нужно прыгнуть просто вот сюда вот. Вот так вот. Только тут, ну, не издать просто звук. Так. Делается очень легко. В клатчах Ну, то есть юзается. я вот тоже к чему пришел, когда летал. Вы можете банально вот здесь вот стоять на гранате. Если вы в два в кольта играете, один кольт там смотрит, ну, авик смотрит нижний, например, зиги, там еще, чтобы быть на быстрой перетяжке. Вы стоите на верхнем, и, допустим, в любой непонятной ситуации, когда вам надо отсюда, то есть вы отсюда мультикиллить будете, потому что лево плечо и так далее, либо, если вы будете стоять на смоке, вы можете затыкать смоком, заходить наверх и здесь жить. Всегда можно будет упасть. Видите, я первый раз это попробовал. Да, он легкий, если я со второго раза попал, откинутый на кресле, значит, это прям must-have. Не надо будет по этой лестнице спускаться. Ну, в целом, по лестнице тоже можешь спуститься, но мы же на багах двигаемся, это преимущество. Мы переходим к следующей карте. Какую карту ты следующую хочешь? Даст 2. Давайте на Даст. Сразу хочу сказать по Дасту. Мы побегали на ней, наверное, больше всего времени. Мне Ярик показал очень много инстаков, то есть он показал крутые смоки на лонг, фейзовские, смоки в мидл с разных спотов, смоки люрки. И на все эти смоки есть гетпозы, правильно, которые, скорее всего, вы еще в общем доступе. И если хотите их узнать, можете перейти в соцсети Ярика, и там все будет. Вот, а мы покажем вам какие-то более, может, эффективные и простые гранаты, которые не так сложно выучить и не особо они тяжелые по лайнапу. Показываю сейчас 3 очень жестких щели на Дасте, которые могут выигрывать вам игры. Первая щель на антифорсах. Даете примерно здесь. Видно типа, который проходит снижки вот так шифтом. То есть давай я встану за КТ. Давай. Ой, я стану за Т, а ты за КТ. Я Давай. посмотрю. То есть особая эффективность стоять с авиком я вам, конечно, не буду советовать это Ну, делать. Савика нет, тут с рифлой достаточно хорошо видно. Да? С рифлой. Слушай, может надо еще ближе сидеть к монитору. Я уже потерял эту щель. А ну, ты можешь мне направить? А тут щель, вот, смотри, просто вот стена и вот стена. Типа, Да, тут да. просто между двух стенок. А, во, я нашел. Он легко ищется. Так, а ну давай еще. А, вот, да, я вижу. Прям если в full focus смотреть, то можно посмотреть. Ну, ребят, вот так вот стоять, смотреть в стену, я вам сразу скажу, на миксах можете этого не делать. То люди подумают в команде, что у вас чел недалекий. Поэтому если делаете, то делайте с тиммейтом, который вас задефает. Так, next щель какая? Next щель у нас это вот здесь вот можно заспотить типа, который играет шорт. Вот здесь вот.
Тут с авиком, да, только надо? Или нет? Там видно, по-моему, даже с любым ганом. А ну, походи. Еще раз. Да, вижу. А ну-ка, это ты где? А, это вот Ты так вот- вот. да, И да, получается, ты успеваешь прибежать сюда и законтролить, да, по идее? По Слушай, идее, я да. тайминги не проверял, как Ну, будто если у да, тебя успеваешь. ближний респ, если у тебя ближний респ, мне кажется, ты успеешь. Если чел банку выходит, у тебя чел только вот здесь находится, поэтому есть шанс, что ты успеешь. Так, next чель какая? Next shell это вот здесь вот. Можно увидеть лонг проход. Так, вот она. В двери видно full лонг проход вот здесь вот. А ну? А, да. Вот это, кстати, мне кажется, самое юзабельное, если честно. Тут Потому что... по всей ширине лонга видно. Давай вот шифтом по стене пойду. Вот, да, я вижу. Вот это прям юзабельно, потому что вы можете, пока у вас отбивается нишка, у вас чел просто не фонится, стоит на лонге на старте. Как только вы видите в щель типа, который идет, подходите сюда, бросаете флешку и там, да-да, нет-нет, мультикилл. Если авик, типа, сразу не убьет, можете по стене двоих заспреить. Еще одно очень жесткое щель. Вот здесь вот. Это- Можно видеть, типа. Тут. Ну да, это, кстати, когда я Ну, сейв, вот вы тут. можете проверить. Да, вот это вот проверить вот так можно. Капец, КС-2, так много багов! С ума с эти разрабы, в чем проблема? Сейчас покажу дым на поджим туннеля за КТ. Дается вот из этого угла. Нужно встать, навестись на вот эту точку и чуть-чуть правее от нее. Мгм. Просто джамп троу обычный. То есть это жесткий дым. Я вообще, этот дым я тоже попросил Ярика найти. Вообще мне в целом для команды, моей будущей, которая будет. Я видел такой же дым астральцы бросали, но у них гораздо тяжелее был лайнап. В чем прикол? Если вы с респами на антифорсе, либо на форсе, либо даже на пистолетке бежите, там, кидайте хае, не хае, смог успеет взорваться, и вам надо смотреть только направо. И также у вас чел, который бежит с бэшки, если там и молик, не молик, сейчас можно молик в угол бросать, и за счет этого заходить темку. И вы типа темку отжираете. То есть это тоже юзабельный дым. Либо даже на фейк какой-то, просто давать его, скидывать хае, челы могут просто испугаться и реагировать на лонг, а вы там можете на лонге базу играть. Далее это у нас молик на Апекса. Вот сюда вот, на типа, который здесь играет где-то на форсе или там просто на каком-то плохом бае, нужно выровняться вот по вот этому камню до этой стены и навестись вот на вот этому лайнапу на точку и кинуть его с W. Молик выжигает всю вот эту вот конструкцию сверху и может чуть-чуть еще даже под ней. Ну вот на антифорсах, мне кажется, он юзабельный. На самом деле можно два давать. Можно давать этот налево, давать один налево, молик, знаешь, типа, чтобы горел и то, и то. Да, Кстати, да. его умеешь бросать? Да. А ну покажи его, он тоже очень Так, важен. сейчас за КТ, за теров. Вот так вот. Чуть Да. шифта нужно пройти. Вот Выбирать эти два этот молика. и вот этот угол. Жесткий молик. Вот этот жесткий, это прям юзабельный. Если в совокупности два молика брать, то вы просто идете распикивать, еще молик плен даете, и все. То есть пистолеты, если вас не заткнут смоком, а на фрисите, типа если вы пойдете на 45-й секунде, там не будет у них гранат, и просто расстреляете их, тоже жесткая фишка. Так, дальше у нас идет смог темка на продление из гуся у нас. Заровнять вот эти вот это окно с этой стеночкой. И вот тут есть такие пальчики. Нужно навестись вот сюда вот. Кинуть просто с такого чуть доброго шага. Ну, такого Хорош типа, смог. улыбчивого шага такого. Вот. Ну да. Смог в Но это- темку. Можно в каких-то клатчах бросать, мне кажется, типа 3 в 3, ничего не стоит. Но есть попроще, да, лайнап вот отсюда. Да. А вот сюда вот эта вот линия и на правую ее часть просто до вот этой вот темы. Они чуть выпуклые, ну и типа на фейсите пофиг. Как Также раз-таки есть еще вот отсюда дым, который вот заровнять вот эту стену, здесь ни под что не открывайтесь, и просто вот в этот элемент какой-то, не знаю, вот эту фигуру можно просто нажать jump throw, он прилетит сюда Вот это очень жесткий дым. и прилетит вот сюда вот. Вот это очень жесткий дым, потому что, во-первых, вы не открываетесь на мидл, во-вторых, там, если вдруг, например, вашего типа, он пошел в нишку, убило, вы понимаете, что сейчас люди понимают, что 1Б, и у вас на Б игрок скинул смог, он голый сейчас будет, вот такой смог ему подкинуть, вообще проблем не будет. Еще он в этот смог, кстати, вспомним стрим с Дмитрием Лексом, он такие смачки любит давать, чтобы потом выходить либо налево, либо направо. Там так можно сделать? Есть, да. Ну, в целом, да, можно будет выбежать налево, можно выбежать направо. Так, что у нас дальше? Флэш для нишки плюс флэш с двух. Вот отсюда вот. Окей, давай. Флэш для того, чтобы подраться в нижней темке в соло, встать сюда в угол. Вот эта вот точка, чуть-чуть правее выше на более маленькую точку. Нажать jump throw, и можно пойти вот тут подраться. Флэшит full темку, где бы тут чел не стоял, тут просто без шансов. Но только если Кент как-то вот так вот стоит,
от этого она не флешит. Ну, в целом, как по мне, флешка очень ситуативная, не всегда она может стрелять, и, скорее всего, вы ее забудете, потому что она не на постоянку, но просто как прикол. Как прикол, эта граната, вот, ну, реально, по-другому сказать, прикольная, и юзать ее я вам, наверное, не посоветовал бы. Также отсюда можно кинуть по этой стенке. Встать по стенке, чуть-чуть отойти по Ctrl, и вот эта вот дощечка, вот в левый верхний ее угол. Кинуть с двух кнопок. Это Вот просто это уже флешка поприятнее. для мида, которая моменталка. Под Вот я неё щас подумал, твои тиммейты сига не слепые вообще никак. То есть она взрывается вот так. Плюс она еще может чуть-чуть зацепить типа, который как-то вот тут вот стоит. Вот так вот. Я вот сейчас подумал, что эта флешка крутая, когда тебе надо перейти на Б, и ты боишься авика, а если ты будешь кидать свою дефолтную обстенку, есть шанс того, что авик может задоджить ее и словить тебя. Ну, типа такой, понял? Он слышит стук, а тут она может быть Да. моментальная. Прикол флешка, типа, если вы любите учить гранаты, которые вам могут понадобиться раз в год, это вот флешка тоже для вас. Также тут есть микрофишка, что залазить можно здесь. Все знают, что можно, но можно залазить еще вот в этой области, просто вот так вот. Такая микро. Да, я думаю, это база, на канале Jam Time мы все это знаем. Ну, супер тогда. Тогда отсюда показываю крутой развей для авика против обычного смока, который дают серы. Да, у вас есть авик, вот по лайнапу по углу, вот здесь примерно вот сюда выводите. С контрола вы можете развеять только верхнюю часть и Вот это убить жестко. типов, которые там или на парике. Вот и потому что если вы там не топовый снайпер, то когда у вас будет больше одной поверхности, есть шанс большой, что вы промажете. И игрок снизу, он просто может после выстрела вас, например, заспреять и так далее, а тут вы будете в сейве. То есть это прям полезная граната, я ее давно искал и вот наконец-таки нашел. Сейчас покажу прикольную флешку для Бераша, которую можно кидать первому типу. Все знают, что есть какие-то там дефолтные флешки, которые об стену, но это старый век. Сейчас есть вот такая вот флешка, которую можно... Наебали меня, блять. Вот. Так хорошо шел. Нормально, нормально. Главное, короче, ее вот слишком право не кинуть, чтобы она вот какую-то херню не ударилась. Все, я ready. А мы оставим, потому что мне понравился твой напор. И то, как это бывает в реальной жизни. В целом мы все поняли, что это за флешка, и она на самом деле, мне кажется, если ее побросать, то проблем не будет. Просто у тебя 1000 гранат, конечно, ты будешь где-то лево-право еще особенно. Это крутая флешка. Ее как будто еще могут кинуть и первый, и второй. Вот так, да, еще можно сделать. И чувак, который бежит в упор антираж, ему надо куда-то ее доджить, которая вылетает направо флешка, он ее легко доджит, смотря вправо, а это вылетает прям по центру, и ему надо доджить ее, смотря прям в стену. То есть это классная флешка, и если второй еще ее кинет, то первый может просто над ней прыгнуть с узишкой и потушить этот антираж. И бонусный молик. Вот отсюда можно кинуть молик на синий. Даете примерно возле стены, чтобы был чуть-чуть гап между вот этими двумя зданиями. Выводите вот эту вот тему и вот этот уголок. И отсюда примерно с такого чуть-чуть добренького шага можно откинуть молик, который выжгет full синий, а также типа, который стоит здесь за коробки. Просто молик на ретейк длины. Ну да, по идее, на самом деле, я даже подумал, по идее, это норм, потому что вот, если ты знаешь, ну, компетитив, что игрок любит вставать на синий бустоваться, или, что редко бывает, за синий, то ничего не стоит кинуть такой молик, даже кинуть флешку можно с того же спота, и просто чел с банки запикает. У нас есть еще вот такой вот спот какой-то, вот так вот кенты сидят. Именно на вот этой теме. Она его тоже здесь выжигает. Плюс что, всякие там офики, которые... Ну вот тут я не знаю, может быть какие-то офики. Но вот здесь вот я видел, что люди занимали вот так вот. Ну да. Ой, старый добрый Мираж, как же будем без Миража? Я не знаю, уже людей на Мираже называют гули или нет? Мираж, типа, плееры. Не знаю. Только недавно узнал, что мем на колени. Он давно, да, уже? Ну я тоже не знаю, я без ТикТока живу, и мне... Ну все, И у меня с кайфом. Мы на один уровень мемов. Не, ну я-то сижу и я-то... Я не знаю. Я-то крутой, я шарю. Поэтому, наверное, не один. На колени. Ну, наверное, это уже кринж. Это как я сейчас, наверное, рыба вот этот огромный. Так, о чем же мы это? О Мираже. Да, Мираж. Что у нас тут интересненького? Так, тут на Мираже, я знаю, много всякого есть. Но одно из прикольных, то, что вас никогда не подведет, это молик Владер 100% в дым, когда лежит дым в окне. Значит, встаете в угол, находите вот эти две точки, чуть-чуть левее выше. Обязательно ладер должен быть разбитый.
Пускаете молик. Можно также приправить хаешечкой сюда. Это для типа, который где-то вот здесь вот, но его здесь уже видно. Здесь горит абсолютно full ladder. Тип, который здесь, тут. Только не горит тип тут, но его отсюда видно. Можно его тут убить либо хаешечкой, либо просто нашить, либо... Ну понятно. Короче, я так скажу, в про-играх сейчас все типы бросают этот молик. Фейзы, Керриган, первый, кто это начал давать, типа Рапса. Виталити, Нави, уже это мета сейчас такая. Ладер был проблемой, но не до недавнего времени. То есть вот так сейчас чистят ладер, и ты как бы гораздо проще играть, когда есть понимание того, что в ладере не может быть игрока. Это прям must-have, если вы хотите. Даже неважно, там в паре вы не в паре играете, просто говорите, я кину молик ладер, у вас любой чел, я не знаю, сколько у него должно быть, какой уровень, сколько у него должен быть, поймет, куда надо смотреть и откуда выбежит моделька. Дальше это ситуативный докидочный смог с шорта в кухню. Примерно прижимаетесь к этой стене, и ваша задача главная попасть просто вот примерно вот в эту область разбега, просто вот в эту балку, просто кидаете этот дым. Залетает он. Он Прям залетит очень глубоко. хорошо. Оно кинь еще раз, да. Повторил. Чтобы понятно было, да. Здесь он залетает То глубоко. Вот сюда вот. Здесь вот Да, то есть видите, гапов кишки нет этой. То есть, на самом деле это тоже очень жесткий смог, потому что сами знаете, когда у вас в миде произошли трейды, вы 4-4, вы убили зик игрока, как раз таки вы убили в ладере игрока под молик, хочется среагировать на Б, бежишь на Б, а там уже хелпа с кухни тебя начинает нашивать, ты не можешь пробежать, что-то тупишь, а тут спокойненько, пока смог в коне подкинул этот смог кухню и дожал, додушил плент. То есть это жестко. Next. Дальше. Ситуативный смог окно на ретейк, когда ты рифлер, хочешь там распикать мид, тебе такой, бля, нужен смог окно срочно, не проблема. Встали сюда, заровняли примерно вот эту вот антенну со стеной, и вот просто в центр вот этой спицы кинули, спокойно, чуть-чуть подождали, дым стабильный, залетает с той став. Ну да, то есть, если, например, ситуация, когда тебе дали дым на мидл, либо промазали, вот ты понимаешь, что, блин, надо все равно перебивать его, и чтобы не брать лишних рисков, даешь этот смог, и все четко будет, поэтому... Или, например, смог старт тебе дали, а ты, типа, не хочешь проходить за белый, обновил сам себе смог, кинул молик на дорогу, например, и все, и твой мидл. И как раз смог в окне будет дольше, чем смог топ мидл, например. И можешь идти уже по пару савикам вычислять. Много можно применений найти этому смогу. Дальше. Очень крутая, смешная флешка в Б-дом. Встаете вот в этот угол на соло пик и нацеливаетесь чуть-чуть выше вот сюда вот. Даете эту флешку и пикаете здесь спокойно. Вы здесь ловите минимальный блайнд и можете спокойно под нее вот тут вот пикать Б-дом. Ну, насколько она юзабельная, покажет как бы практика того, где вы ее применяете, но как прикол, я думаю, стоит обратить внимание на нее. Обкидать на сервере пустом точно. Дальше. Очень полезная граната с Б-дома в заплент. Значит, кидается она вот, берете ребро дома и зелененькое. Примерно вниз, вот так с шага, отпускаете. Молик залетает, спокойно выжигает две вот этих стороны за плентом. Ну, тут даже комментировать не надо, типа, это прям 10-10. Этот молик супер юзабель, мне кажется, его в проиграх сейчас все будут бросать, потому что, то есть, миллиард ситуаций, когда тебе надо выжить за плентом, чтобы поставить бомбу и так далее. Так, и финальная карта, ребят, чтобы вас не нагружать, чтобы мозг у вас не взорвался. Ancient. Карта популярная, на фейсите часто она играется. Не особо я и люблю ее, но может быть гранат, который сейчас Ярик Супра нам продемонстрирует, поменяет мое мнение об этой карте. Начнем сразу с очень смешного прострела. У нас сегодня ролик просто очень смешной. Мне нравится это слово смешное, поэтому я его везде буду пихать. Прострел, значит, делается вот так вот. Примерно к этой стене подходите, оставляете минимальное расстояние и сносите... Да, это прям жестко. Ровно на 100 хп. Ровно на 100. Это прям 10-10, если честно. Это лучше, чем на... Хотя на трене тоже здесь, если честно, круто было. Но это равносильно. Это прям, чтобы меня подловить, который пытается раскидать всю точку, ничего не стоит снайперу это сделать. А еще можно попасть нечаянно по створкам типу, который там стоит, пробегает, скорее всего, правильно? Ну да. Это жесткий прострел, ребят, тут без комментариев. Желан, кинь без комментариев, уже комментарий я дал. Охуенный прострел, идем дальше. Дальше. Молик на 9 Т-базы. При любых ситуациях можно кидать. На фасике я его часто юзаю, когда я что-то тут загулял, там на один тикток больше посмотрел на фристайме, пришел такой, мне что-то надо делать.
Откинул молик и пошел по своим делам. Ну, то есть, да, если вы не смотрите ТикТок, а просто, например, у вас плохой респ, вы не всегда успеете кинуть молик на 9, но всегда сможете кинуть этот молик. То есть, да, он о чем-то говорит сопернику, о том, что вы на Т-спавне, но на самом деле идете вы на Б, идете вы на А, нет, ни о чем это не говорит. То есть только о том, что вы кинули его с Т-спавна. Но у вас как минимум остался молик у мид игрока, он может его кинуть в карман на ретейке, либо отбить донат. То есть чел на миде не должен его выпрашивать у А игрока. И вообще А игрок может просто дропать на Т-спавне этот молик. И снайпер может накидывать этот молик, вставать на флешке. То есть этот молик максимально юзабельный. Его давали в самом начале Эншита, кто помнит, Перфекта, там, ну, Нави его первый придумали. И сейчас, вот, я думаю, возвращения в скором времени будет этого молика на тир-1. Дальше у нас идет флешки, которые даются с А-мейна для того, чтобы выйти от плохого бая, ну или просто вы знаете, что человек часто где-то играет либо тут просто играет где-то в упоре, можете встать сюда, навестись на одну из двух, вот сюда вот штучку, нажать Ctrl, нажать две кнопки, и эта флешка вас не будет бландить, при этом она бландит всех кентов, которые где-то тут играют в упоре, им нужно ее дожить. Она бландит снайпера в упоре, она бландит Здесь снайпера за иксом, и просто чтобы прогнать упор, типа на стрейфе, либо на бусте, даешь эту флешку, твой чел забегает первый, ты вторым по-любому трейдишь буст. Да, верно. Да, это также отсюда можно накинуть вот такой вот молик, отойти сюда по камню, из такого шашка накинуть молик, который залетит, полностью выжгет дерево от всяких там неприятных углов, просто очень легкий молик вместе. Ну, есть через верх молик такой же, но этот молик, мне кажется, поприятнее, потому что он полностью выжигает. Так вот через и на антифорсах, соответственно, да, он, видите, он не прям полностью выжигает, а тот выжигает полностью, и игрок на углу не сможет вас запикивать внутрь, ему надо будет по-любому падать. Плюс какие-то, если флешки накинуть налево, то можно прям загонять на антифорсах игроков, которые пытались где-то в упоре стоять. Хороший гранат. Далее идем к базе Б. Отсюда для того, чтобы кинуть дым двери, есть. Сейчас покажу дым двери на ходу, который дается вот по такому лайнапу. Пускайте, когда идет пересечение со стеной, с трейфом А, спокойно кидается. И вторая очень легкая обновка — это встать примерно вот сюда, и всего лишь нужно попасть вот в это синее полотно с шифта. Что-то я высоко взял его. С шифта просто попасть в него, спокойно залетает. Хороший. То есть, если вы там, не знаю, вдвоем хотя бы играете, запустить своего игрока на банан, когда вот там теры условно выбили мидл толпой, подрались, этот смог дать начало банана, либо просто его дать, чтобы создать какой-то прешер на банане, там, играть, уйти в ретейк. Легкий лайнап, то есть мы видели с вами, я думаю, там десятки каких-то там равняться по стене, что-то там. Но это реально на все времена текстурки позволяют. Самый лучший смог, который вообще я видел со светлой. Я знаю, что большинство из вас этот молик о нем знает, и вы его давно видели, но тут очень легкий лайнап. То есть я сам его часто фейлил, он неправильно разгорался, но сейчас нам Ярик покажет именно хороший лайнап, где будет 10 из 10 гореть, и он реально заебистый для КТ. Особенно если у вас первый респ, так? Отсюда мы, значит, берем молик, прижимаемся к этой стене, прицел наводим между вот этой вот линией и вот сюда, примерно вот сюда вот. И отпускать примерно нужно его с шага, когда мы где-то вот на центре. Короче, тут нужно пройти примерно один шаг. Потом вы здесь спокойно успеваете потушиться и пробежать тут в кейв. То есть видите, как молик горит? То он минимум на 30 хп минимум, если первый респ на первый респ. Но у КТ, если не первый респ, то он горит на 50 хп. Если попросить еще флешку в кейв, ну то есть хае кинуть направо, ну то есть тут молик полезный, реально его надо всем выучить, мне кажется, это как бы на любом уровне дает невероятный прешер. Сейчас покажу. Универсальный дым в кейв, который можно давать с абсолютно любого респа. Универсальный дым в кейв, вот сюда внешка, чтобы быть заблоченным от самого кейва и от тех типов, которые любят залазить на 9. Значит, встаете, неважно, где вы тут зареспаунились, просто даете стрейф вправо и кидаете в любое место, в любую высоту, вот сюда вот в ребро этого здания. То есть, да, это жестко, там люди, и сам, какие люди, я сам бросаю там либо слева, либо справа, а тут тебе даже не надо тратить никакую энергию, тоже очень полезный смог. Это как смог старт на Мираже, если мы уже играем, конечно, не знаю, 3-4 года, то пора бы уже выучить всем этот смог, иначе нет смысла ходить на карту. Что у нас дальше?
Дальше все, но можно бонуску показать такую. Давай какой-нибудь бонус. Отсюда я нашел очень классную флешу, которая залетает через верх в кейв, и можно спокойно отжать эту зону. Можно встать сюда, навестись на молик. По-моему, чуть-чуть повыше он дается. Вот, прилетает молик, потом отсюда прилетает флеша. Вот такая вот. Она залетает сюда, здесь Кент не может стрейфить, он должен вылетать. Тут он выходит, и флеша залетает сверху. Вот так вот. Стой, подожди. Вот так вот она залетает. Это бонуска. Почему я думал, у нас все будут такие фишки? Все 50? А ну давай попробуем. Я встану на КТ, за КТ, а ты за тера все кинешь. Ну да, нормальная тема. Видите, молик полностью горит. Если ты забежал, либо если ты стоишь турелькой, то ты по-любому обязан смотреть. То есть ты никак не поймешь, что флешка летит. А ну подожди, как она летит? Покажи прям. Вот я Типа, ее что она бьется. ретроуну ее. Вот она так. бьется вот Ну да, вверх да. и залетает вот. И отскок небольшой, и за счет этого непонятным Вот будет. так вот она залетает. Кстати, эту флешку можно просто давать, если авик стоит, правильно? А ну подожди, я встану. Она бландит, если мы берем, короче, берем вот кейв пополам делим, вот левую часть вот этого кейва, она бландит full, где бы ты ни стоял. То есть вы просто Здесь можете прям, вот так здесь даже если ты вот как-то вот так вот встанешь, тут где-то вофиг, она вот у тебя тоже ослепит. Ну это жестко, это жестко. Ну давай еще раз медленно лайнап покажем. Медленно лайнап. Заровнять вот здесь вот с полом, головой сюда. Вот тут есть раз, два, три. Вот сюда вот нацеливаемся. И с W отпустить. Окей, я с моликом. Молик, вот это вот такое вот изогнутое. И чуть-чуть повыше вот сюда вот, да. Джамп-тролл просто. Молик попал, ну и флешка, да, мы видели. Ну что, жестко. Жесткие гранаты, а в первую очередь жесткие, красивые, конечно. Это мы любим, но мы любим полезное. Мы любим полезное, то, что реально можно юзать. И я думаю, тут 90% реально юзабельных тем, которые мы с Яриком сидели и отбирали, которые он подготовил для нас. Поэтому есть что сказать телезрителям? Нету. Нету? Все хорошо, все нормально. Всё. Ну все тогда, я люблю лаконичность. Что ж, ребята, с вами был Джейм. Если вам понравился ролик, не забывайте поставьте лайк. Если этот ролик реально зайдет вам, мы сделаем еще второй видос по гранатам, которые можно кидать с одного и того же спота на execute точек. То есть, например, на апленте это там гранаты из лобби, с бэплента тоже из лобби. Короче, паки вот по типу последнего бонусного пака, который показал нам Ярик. Все, с вами был Джейм. Пока.